Что же на самом деле случилось с Чингуком после гламурного мероприятия Calvin Klein в Нью-Йорке? Почему у армии по всему миру внезапно сжалось сердце, когда они увидели, что самый младший участник BTS прибыл в Корею заметно бледным и измученным? Неужели за вспышками камер, за криками преданных фанатов скрывалась скрытая борьба, которую Чингук молча нес? И почему Тэхён, обычно сильный и сдержанный, сдерживал слезы, пока Чимин не вмешался с нежными словами утешения? Вопросы кружились бесконечно. Подсказки, оставленные их выражениями лиц, шепот усталости, вздохи, запечатленные на камеру, рисовали картину, далекую от гламурного образа, проецируемого на сцене. Был ли это момент, когда цена славы показала свою самую высокую цену? Или было что-то большее? Что-то невысказанное, что-то шокирующее скрывалось за признанием Чингука в том, что он действительно плохо себя чувствует из-за усталости после мероприятия Calvin Klein. Поклонники, следившие за историей с самого начала, знают, что мероприятие Calvin Klein в Нью-Йорке было не просто очередным появлением. Оно стало центром внимания всего мира. Чингук стоял гордо. Его острые черты лица освещались вспышками фотографов, которые боролись за идеальный кадр. Его харизма была неоспорима. Его аура была неудержима. Но когда ночь закончилась и толпа разошлась, что осталось позади? Сияние сцены может скрыть трещины усталости. Но оно не может исцелить последствия напряженных графиков. И тут пришло откровение. Сам Чингук признался, что ему было тяжело, что его здоровье не на высоте, что усталость глубоко проникла в его тело после мероприятия Calvin Klein. Одно это признание потрясло фандом. Но еще больше драмы добавила реакция Тэхена. Обычно сдержанный и сияющий Ви не смог сдержать своих эмоций. Когда новость дошла до него, он был явно потрясен, его глаза блестели от грусти, губы дрожали, словно невысказанные слова застряли у него в горле. Что именно Чимин вмешался, словно тихий шепот утешения посреди бури. Он протянул руку, его голос был ровным и успокаивающим, пытаясь успокоить Тэхёна, который, казалось, был на грани срыва. Связь между участниками группы всегда была крепкой. Но в этот момент она преобразилась во что-то почти кинематографическое. Образ братства, любви, общей боли, превосходящей слова. Но что на самом деле заставило Чингука дойти до таких пределов? Что произошло за кулисами в Нью-Йорке, что заставило его тело кричать от изнеможения? И почему это так глубоко задело Тэхёна, что ему потребовалась поддержка Чимина? Пока мир пытается собрать воедино правду, одна вещь становится болезненно ясной. Это не просто история о мировой суперзвезде, посетившей мероприятие бренда. Речь идет о человеческой хрупкости, скрытой под тяжестью ожиданий. Речь идет о невидимой цене, которую платят айдолы, отдавая всего себя миру. Перешептывания начались в тот момент, когда Чингук вернулся в Корею. Фанаты, собравшиеся в аэропорту, дружно ахнули, заметив его необычно бледный цвет лица, то, как он казался медленнее, а его глаза казались более тусклыми, чем обычно. Камеры фиксировали каждую деталь, и вскоре социальные сети запылали беспокойством. Некоторые фанаты предполагали, что это из-за смены часовых поясов. Другие надеялись, что это просто временный спад. Но правда, как позже признался Чингук, оказалась гораздо более душераздирающей. Он чувствовал себя плохо из-за сильной усталости после мероприятия Calvin Klein. Почему Чингук решил признаться в этом открыто? Почему именно сейчас? Может быть, он хотел быть честным с армией, зная, что сокрытие этого только усилит их беспокойство? Или дело было в том, что его тело достигло точки, когда борьба больше не могла быть скрыта? Момент, когда Тэхён узнал правду, был не менее поразительным. Источники, близкие к группе, описывают, как лицо Тэхёна вытянулось в тот же миг, когда он понял, что состояние Чингука хуже, чем ожидалось. Его обычно яркая аура померкла, и окружающие увидели, как его руки слегка дрожат, словно сдерживая волну эмоций. Видеть, как страдает его самый близкий друг и одногруппник, было невыносимо. И вот тут вмешался Чимин.
Как всегда посредник, как всегда успокаивающее присутствие, он говорил мягко, нежно напоминая Тэхёну, что Чингук сильный, что он поправится, что самое главное – быть вместе и поддерживать его. Но что именно сказал Чимин, что смогло успокоить сердце Тэхёна? И почему этот простой обмен мнениями так сильно резонирует с миллионами поклонников по всему миру? Истина кроется не только в словах, но и в эмоциях, стоящих за ними. Утешение Чимина не было отрепетировано, не было поставлено перед камерами. Это было искренне, рождено годами братства, закаленного бессонными ночами, бесконечными репетициями и битвами, которые мы вели бок о бок. История о проблемах со здоровьем Чингука и явной печали Тэхёна – это больше, чем просто очередной заголовок в мире к-поп. Это напоминание о том, что даже самые яркие звезды могут пошатнуться, а даже самые сильные сердца могут разбиться. И все же в этой уязвимости кроется красота. Красота стойкости, любви и нерушимых связей. Но может ли быть в признании Чингука что-то большее? Могут ли быть скрытые трудности, которые фанаты еще не увидели? Было ли мероприятие Calvin Klein просто последней каплей после недель давления, репетиций и графиков? Или это проблеск жертв, которые айдолы приносят ради аплодисментов всего мира? Подсказки есть, они разбросаны по моментам, запечатленным в аэропортах, интервью и закулисных съемках. Каждая деталь поднимает новый вопрос. Каждый ответ приносит новый сюрприз. Итак, эта история разворачивается не только об усталости, не только об одной ночи в Нью-Йорке, но и о человеческом сердце, которое бьется за музыкой, изменившей мир. Хорошо, давайте продолжим статью и расширим ее до отметки 800 слов, используя эмоциональные вопросы, кликбейтные зацепки и глубокий поток повествования. Я продолжу с того места, где мы остановились, и разовью историю дальше, в признание Чингука, грусть Тэхёна и успокаивающее присутствие Чимина. Под шепотом слухи распространились быстрее, чем кто-либо мог себе представить. Социальные сети превратились в реки домыслов и беспокойства, поскольку фанаты репостили видео Чингука в аэропорту. Мы фокусировались на каждой детали, на каждом маленьком жесте, который мог выдать его состояние. Его опущенный взгляд, легкая заторможенность в шаге, то, как он поправил маску, словно скрывая не только лицо, но и усталость. Все это стало подсказками, которые фанаты бесконечно анализировали. Действительно ли Чингук в порядке? Или это начало чего-то большего? Может ли такой, казалось бы, непобедимый айдол, как он, на самом деле сломаться изнутри? Новостной цикл не стал ждать. Заголовки по всему миру начали кружиться. Чингук из BTS выглядит измотанным в аэропорту. Поклонники обеспокоены. Скрывает ли Чингук проблемы со здоровьем после мероприятия Calvin Klein? Тэхён и Чимин стали свидетелями эмоционального момента после возвращения Чингука. У каждого было свое толкование, но одна нить объединяла их всех. Беспокойство. Всеобщее внимание, которое всегда преследовало Чингука, теперь разгоралось ярче, острее, навязчивее. Но за всей этой болтовней все еще оставалась пустота истины. Тишина, ожидающая своего заполнения, и затем Чингук ее нарушил. Его слова не были облечены в отточенный язык связи с общественностью и не были отфильтрованы через корпоративное заявление. Они прозвучали грубо, прямо и наполнены честностью. Он тихо, но твердо признал, что был не в лучшей форме. Причина – усталость, та усталость, которая не просто исчезает после ночного отдыха, а накапливается слой за слоем, пока тело больше не может нести ее в тишине. Мероприятие Calvin Klein, гламурное на первый взгляд, отняло у него больше сил, чем кто-либо мог себе представить. Это откровение ошеломило поклонников. Чингук, который всегда был воплощением жизненной силы, который танцевал на изнурительных репетициях и пел на бесконечных выступлениях, признался, что достиг предела. Но почему сейчас? Почему он выбрал именно этот момент для разговора? Было ли это его способом защитить армию от угадайки? Или это был его крик о понимании? Редкий проблеск хрупкости, которую айдолы часто вынуждены скрывать. Влияние на Тэхёна было мгновенным и душераздирающим.
Сообщения описывают, как изменилось выражение его лица, когда он услышал признание Чингука. Его челюсти сжались, глаза остекленели, и на мгновение обычно уверенный и сияющий Тэхён выглядел так, будто он нес тяжесть мира. Для тех, кто знал их связь, это не было сюрпризом. Тэхён и Чингук разделили бесчисленные моменты смеха и борьбы. Они были не просто товарищами по группе, а братьями, которые выросли вместе под невообразимым давлением. Видеть, как Чингук дрогнет, было равносильно тому, как его собственное сердце разбивается вдребезги. Но фанаты не ожидали такой очевидной уязвимости, которую продемонстрировал Тэхён. Это был не харизматичный Ви, который покоряет сцену непринужденным обаянием. Это был Ким Тэхён, молодой человек, чьи глаза выдавали страх и печаль по тому, кого он глубоко любил. Было ли это чувство вины за то, что он не заметил, насколько Чингук на самом деле устал? Или же это была беспомощность, осознание того, что он мало что может сделать, кроме как стоять рядом и надеяться на исцеление друга?